Молодой, успешный и абсолютно здоровый. Он просто лег спать и больше никогда не открыл глаза. Какую леденящую душу тайну скрывает внезапная гибель 25-летней звезды сериалов от Netflix? 23 марта 2022 года азиатская индустрия развлечений содрогнулась от ужасающей новости. Бим Папанкорн Леркчелемпат, невероятно талантливый 25-летний актер, находившийся на самом пике своей стремительной карьеры, был найден мертвым в собственной постели. Для миллионов преданных фанатов эта информация прозвучала как жестокая, абсолютно нелепая шутка. Бим был не просто восходящей звездой проектов от платформы Netflix, он был настоящим воплощением безупречного здоровья и бесконечной жизненной энергии. Парень профессионально занимался спортом, тщательно следил за питанием и регулярно публиковал в свой Instagram видео с изнурительных тренировок. Никто не мог даже представить, что его яркая жизнь оборвется так внезапно и страшно. Его последний день совершенно не предвещал надвигающиеся беды. За несколько часов до трагедии Бим проводил время на футбольном поле вместе со своими близкими друзьями. Свидетели в один голос утверждают, что актер был невероятно бодр, много шутил, активно бегал по газону и абсолютно ни на что не жаловался. После интенсивной тренировки он выложил жизнерадостную историю в свои социальные сети, попрощался с товарищами и отправился в свой роскошный кондоминиум в престижном районе Бангкока, чтобы просто отдохнуть. Он планировал поспать несколько часов перед важной деловой встречей, которая была назначена на вечер. Бим спокойно лег в свою кровать, закрыл глаза и погрузился в сон, который по совершенно необъяснимым причинам оказался для него вечным и безвозвратным. Тревогу забила его мать. Женщина приехала в квартиру сына ближе к вечеру, поскольку он перестал отвечать на телефонные звонки и пропустил все запланированные встречи. Войдя в спальню, она увидела Бима, мирно спящего под одеялом. Сначала она просто попыталась его разбудить, но тело парня уже было пугающе холодным и совершенно не реагировало на прикосновение. В панике она вызвала бригаду скорой помощи. Врачи прибыли на место происшествия за считанные минуты и немедленно начали проводить реанимационные мероприятия. Они доставили его в ближайшую больницу, где лучшие специалисты отчаянно боролись за его жизнь, пытаясь запустить остановившееся сердце. Но все усилия оказались абсолютно напрасными. Медикам оставалось лишь официально констатировать смерть молодого актера. Сразу после оглашения страшной новости социальные сети буквально взорвались от тысяч теорий заговора и мрачных слухов. Как мог абсолютно здоровый 25-летний спортсмен умереть во сне без видимых на то причин? Поклонники отказывались верить в естественную смерть своего кумира. Некоторые фанаты предполагали, что актер мог стать жертвой тайного отравления, связанного с жестокой конкуренцией в тайском шоу-бизнесе. Другие искали мистический след, обвиняя в трагедии злых духов и проклятия, ссылаясь на его последние мрачные роли в триллерах. Полиция Бангкока немедленно оцепила его квартиру, начав тщательный обыск в поисках любых запрещенных веществ, лекарств или следов борьбы. Однако следователи не нашли абсолютно ничего подозрительного, что могло бы пролить свет. Официальное медицинское вскрытие стало единственной надеждой узнать правду. Врачи провели сложнейшую экспертизу, результаты которой шокировали общественность еще больше. В крови Бима не было обнаружено ни капли алкоголя, ни следов наркотических веществ, ни каких-либо опасных медикаментов. Эксперты также не нашли никаких признаков насилия, удушья или скрытых травм. Организм молодого человека был абсолютно чист. Тогда специалисты выдвинули пугающую гипотезу. Причиной трагедии стал синдром внезапной ночной смерти. Это редчайшее и до конца не изученное медициной явление, при котором сердце внешне здорового человека просто забывает биться во время глубокой фазы сна. Человек не испытывает никакой боли, он просто тихо угасает, навсегда оставаясь в царстве сновидений. Синдром внезапной ночной смерти, который в народе называют «смертью во сне», особенно распространен именно среди молодых азиатских мужчин. Это коварный и абсолютно бесшумный убийца, который не оставляет после себя никаких улик. Кардиологи объясняют, что это связано с внезапным нарушением электрических импульсов в сердце, что приводит к смертельной аритмии.
Самое страшное в этой ситуации заключается в том, что предугадать или предотвратить такой исход практически невозможно даже при помощи самого современного медицинского оборудования. Бим, несмотря на свой здоровый образ жизни и регулярные обследования, оказался абсолютно беззащитным перед генетической рулеткой. Его сердце, которое билось ради искусства и любви фанатов, просто выключилось, словно кто-то нажал на кнопку. Смерть Бима стала колоссальной, невосполнимой потерей для всей тайской индустрии кинематографа. На момент гибели он находился на пике своей популярности благодаря главной роли в мистическом сериале о подростках, запертых на разрушенном цунами острове. Этот громкий проект принес ему мировую известность и любовь миллионов зрителей за пределами родины. У него были грандиозные планы, подписаны контракты на несколько лет вперед, утверждены роли в крупных полнометражных фильмах и намечены рекламные туры по всей Азии. Коллеги по съемочной площадке вспоминали его как невероятно светлого, доброго и целеустремленного парня, который всегда улыбался и поддерживал команду даже в самые тяжелые дни съемок. Его незаконченные проекты навсегда остались лежать на полках продюсеров. Церемония прощания с молодым актером длилась несколько дней и превратилась в настоящую национальную трагедию. Храм в Бангкоке был буквально утоплен в тысячах белых цветов, которые приносили не только убитые горем родственники, но и преданные поклонники со всех уголков страны. Многие фанаты дежурили у стен храма сутками, не в силах сдержать слезы. Известные режиссеры, продюсеры и коллеги по актерскому цеху произносили трогательные речи, вспоминая его невероятный талант и светлую энергетику. Мать Бима, почерневшая от горя, не отходила от гроба сына, до конца не осознавая реальность происходящего. Вся страна объединилась в скорби, пытаясь найти хоть какое-то утешение в осознании того, что его короткая, но невероятно яркая жизнь навсегда останется запечатленной на пленке. Трагедия Бима заставила многих людей совершенно по-новому взглянуть на иллюзорный мир шоу-бизнеса и истинную цену человеческой жизни. За идеальными картинками в социальных сетях, белоснежными улыбками и бесконечными премьерами скрывается колоссальное нервное истощение. Хотя официальной причиной назван сердечный сбой, многие эксперты уверены, что скрытый стресс, ненормированный график и постоянное эмоциональное напряжение могли сыграть роль катализатора. Актеры часто работают на пределе своих физических возможностей, жертвуя сном и отдыхом ради идеального кадра. История Бима стала суровым, леденящим душу напоминанием о том, что даже самые сильные, красивые и успешные люди абсолютно уязвимы перед лицом непредсказуемой судьбы, а смерть не щадит ни богатых, ни знаменитых. Память о 25-летнем парне, чья звезда погасла слишком рано, продолжает жить в сердцах его поклонников. Его фильмы и сериалы пересматривают миллионы людей, находя в его блестящей игре утешение и вдохновение. Загадочная смерть во сне навсегда сделала его историю похожей на мрачный, мистический сценарий, который он так и не успел дописать до конца. Этот случай навсегда войдет в историю тайского кинематографа как одна из самых трагичных и необъяснимых потерь уходящего десятилетия. Жизнь невероятно хрупка, и нам нужно учиться ценить каждое мгновение, ведь никто из нас не знает, какой сон может оказаться последним. Напишите в комментариях, верите ли вы в официальную медицинскую версию, или за этой внезапной гибелью скрывается нечто большее. Ставьте лайки и подписывайтесь.